Рада приветствовать всех любителей вязания. В этом видео хочу показать вам вот такой узор. Это ажур с листьями. Вообще ажура с листьями великое множество. Подобных, таких и множество других. Это не удивительно, потому что посмотрите, какой он нежный, воздушный, женственный узор. И вот изделия с листьями, с ажурными листьями всегда смотрятся дорого и эффектно. Вот так выглядит лицевая сторона этого узора. Ажур не очень эластичный, ни в длину, ни в ширину. Хорошо держит форму и за счет узора, и за счет данной пряжи. Вот так этот узор будет выглядеть при вязании от горловины. Выглядит немного иначе, но тем не менее привлекательно. Вот такая изнаночная сторона его. Гладкая, приятная к телу. Ажур формирует небольшие волны по низу изделия и по бокам. Но это очень легко регулируется с помощью ВТО. Я просто специально не убирала вот эту волну. Во-первых, мне нравится, как это красиво смотрится. Во-вторых, чтобы вы имели представление, что вы получите и с чем вам придется работать. Но при помощи ВТО, закрепляя по лекалу, очень хорошо выпрямляется край, не теряя вот этой волны. Боковые вообще убираются просто боковыми швами, а при круговом вязании эта волна просто рисунок. И все. Вязала я этот образец по мотивам вот этой жилетки. Вообще по этой жилетке связано тоже множество узоров, но я хочу предложить вам свой вариант. Вот схемка, по которой я вязала конкретно свой образец. Схема немножко непонятно выглядит, учитывая, что это листья. Но здесь листья расходятся, поэтому, соответственно, и схема неординарная. Итак, давайте приступим. Я вместе с вами сейчас провяжу один раппорт узора, который в ширину составляет 18 петель, вот он, и в высоту 16 рядов, вот он заканчивается носиком листочка. То есть полностью лист на образце на моем, вот этот лист, вы не увидите, потому что вот этот лист, это уже 1,5 раппорта узора. Если вы будете просто брать и считать себе, что вам нужно, какое количество высоту, чтобы имели представление, что полный лист это будет 1,5 раппорта узора. Ну, здесь 2,5, соответственно. Итак, для образца я набрала 21 петлю, так как я буду его вязать поворотным вязанием. 18 петель узора, 1 петля симметрии и 2 кромочные петли. Первый ряд: кромочная петля, лицевая, накид, лицевая, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе с наклоном вправо. Здесь нужно следить, чтобы у вас не было скрещенных петелек в зависимости от того, как вы вяжете. Лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые петли, 1, 2, накид. Это я провязала 1 раппорт узора. Теперь у меня лицевая, это петля симметрии. Это будет в каждом лицевом ряду. Последняя лицевая у меня это петля симметрии и кромочная петля.
То есть вот эти две петельки в раппорт узора, как видно по схеме, не входят. Второй ряд. Все изнаночные ряды в этом узоре вяжутся по рисунку. Накиды провязываются изнаночной петлей. По просьбе зрительницы я один изнаночный ряд провяжу. Далее я провяжу только тот изнаночный ряд, который отличается от предыдущих. Кромочная. Изнаночные петли, накид провязываю тоже изнаночной. Все изнаночные провязываю. Лицевую петлю я провязываю лицевой. И так вяжу до конца ряда, провязывая накиды изнаночной, а лицевую петлю лицевой. Вот практически провязала я второй ряд. И заканчивается он точно так петельками симметрии и кромочной петлей. Третий ряд узора. Кромочная, лицевая, накид, 3 лицевые, 2, 3, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые, 1, 2, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, закончила раппорт, провязываю петли симметрии. Четвертый ряд я провязала по рисунку. Пятый ряд. Кромочная, лицевая, накид, 5 лицевых, 2, 3, 4, 5. Накид. Теперь мне нужно провязать 3 вместе изнаночной. У меня здесь идет лицевая, изнаночная и лицевая. Последнюю лицевую я оставляю вот так, второй долькой ко мне. То есть она будет у меня как скрещенная. Первую я переворачиваю как изнаночную. И провязываю эти 3 петли просто как изнаночная петля. Одной изнаночной. Вот я ее провязала, и вот так это будет выглядеть в узоре. Вот как выглядит эта петля. Далее идет накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, петли симметрии. Шестой ряд изнаночный я хочу показать вам, как я провязываю и особенность схемы. Кромочная. Далее я вяжу изнаночные петли до 3 вместе, которые были у нас изнаночные. Лицевую лицевой вяжу. И вот я дохожу до 3 петель вместе, которые на лицевой стороне мы провязывали изнаночной петлей. Так вот, в изнаночном ряду она у меня как лицевая, но я ее провязываю изнаночной петлей. Для того, чтобы носик листика смотрелся более аккуратно, не было нагромождения нитей изнаночной петли. И далее вяжу по рисунку. Точно такая особенность будет в 14 ряду, когда мы тоже будем оформлять носик листика. Вот единственная особенность изнаночных рядов, что 3 вместе
которая на лицевой стороне мы провязываем изнаночной петлей. В изнаночном ряду мы ее провязываем тоже изнаночной петлей. Итак, 7 ряд. Кромочная, лицевая, накид, 10 лицевых, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Далее 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, петли симметрии. 8 ряд вяжется по рисунку. 9 ряд. Кромочная петля, лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, лицевая, 2 вместе с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе с наклоном вправо, лицевая, накид, лицевая, накид и петли симметрии. Следующий изнаночный ряд я вяжу по рисунку. 11 ряд. Кромочная, лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная петля, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые петли, накид, петли симметрии. 12 ряд я провязала по рисунку, сейчас у нас 13 ряд. Кромочная, лицевая, накид, 2 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Повторюсь, следим, чтобы не было у вас скрещенных петелек. Далее идет 2 лицевые, накид, и здесь мы тоже оформляем кончик листочка, провязываем 3 вместе. Первая лицевая второй долькой на меня смотрит, первая и вторая должны смотреть как изнаночная петля, то есть первой долькой на меня, и провязываем как 3 вместе, вот таким образом. Если ниточка не скользит, немножечко можно подтянуть. Далее идет накид, 5 лицевых, 2, 3, 4, 5. Накид. Закончила раппорт и провязываю петли симметрии. 14 ряд отличается от других изнаночных рядов тем, что мы 3 вместе, вот эти, которые провязывали на лицевой стороне изнаночной петлей, в изнаночном ряду провязываем изнаночной петлей для красивого формирования вот носика нашего листочка. Я его провяжу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8. Вот я дошла до 3 вместе. Они очень хорошо чувствуются пальцами и видны по рисунку. И вот их я провязываю не по рисунку, а изнаночной петлей. Вот эту петельку. И далее вяжу до конца раппорта по рисунку. В следующем раппорте и во всех последующих все вот эти петельки 3 вместе провязываем с изнаночной стороны изнаночной петлей. Пятнадцатый, последний лицевой ряд нашего узора. Кромочная, лицевая, накид, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 10 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Накид. Закончился раппорт нашего узора. И я провязываю петли симметрии. Вот мы с вами провязали один раппорт нашего узора. Вот он, как я вам и говорила. Полного листочка вы не увидите здесь, потому что вот у этого листочка тоже нету вот этого носика. Вот так он выглядит. За счет того, что я провязываю изнаночной петлей 3 вместе, мне кажется, носик выглядит аккуратнее, нежели брать изнаночную петлю центральной или же по изнаночному ряду провязывать ее также изнаночной. Возможно, это зависит, на разных пряжах будет по-разному. Здесь нужно пробовать и смотреть. Но у меня провязано из 2 разных пряжек, и мне в обоих случаях нравится, как он выглядит. Вот образец у меня провязан. Здесь хлопок с добавлением льна. Если я не ошибаюсь, льна здесь 23 или 25%. Я просто этикетку потеряла, приблизительно четверть. Вот здесь 50 на 50 хлопок с акрилом идет. И видите, достаточно аккуратно смотрится узор из этой пряжи. Рекомендация еще одна небольшая по спицам. Это мое правило, которое я для себя вывела еще давно, что когда я вяжу ажурные узоры, в которых очень много накидов, где мало накидов, я их называю полуажурными, где много накидов, я беру всегда спицы на полразмера или на размер меньше, нежели рекомендует производитель. Поэтому вы вяжете со своей плотностью, провязываете образцы и вяжете шикарные изделия. Всем легких петелек. Спасибо, что провели это время со мной. До встречи на канале.